подмосковной усадьбе Мелихова прошел ежегодный театральный фестиваль, который в этом году посетило более 5000 человек. Но сюда стоит приехать и просто так, чтобы погулять по зеленому саду и посмотреть, как жил Чехов. Тем более, что Мелихово находится всего в часе езды от Москвы, в окрестностях города Чехова. Чеховская Мелихово – одна из лучших страниц истории русской литературы. Антон Павлович Чехов прожил здесь 7 лет до отъезда в Крым. Мелиховский период интересен тем, что Чехова знали здесь не только как писателя, но также как врача, принимающего бесплатно большое количество пациентов и боровшегося с холерой, а еще как общественного деятеля и строителя школ. Большое количество знакомств, события в деревнях и уездном городе С – все это сюжеты чеховских сочинений Мелиховской поры. За это время было написано 42 произведения: пьесы «Дядя Ваня», «Чайка», рассказы и повести «Палата номер 6», «Остров Сахалин», «Человек в футляре», «Мужики» и другие. Антон Чехов не только писал в Мелихове, но и бесплатно принимал пациентов, а также построил 3 школы, 2 из которых сохранились. Каждую субботу в музее-заповеднике проходят спектакли театра «Чеховская студия». В музее хранятся личные вещи писателя, фотографии, книги с автографами и записки. Кроме того, в музее представлены собрания живописи, всего 30 000 исторических предметов. Для посещения открыты главный дом, флигель-кухня, где представлен деревенский русский быт, выставка-амбулатория, в которой рассказывается врачебная деятельность Чехова, аллея любви, которую надо пройти молча, чтобы загаданное желание сбылось, флигель, в котором Чехов написал знаменитую пьесу «Чайка», огород юг Франции, пруд-аквариум. Левитановская горка – любимое место художника Исаака Левитана. В Мелиховской усадьбе почти всегда было многолюдно. Из Москвы и Петербурга приезжали погостить братья писателя со своими семьями, его приятели, подруги Марии Чеховой, а иногда даже незнакомые посетители. Из писем: «Моя усадьба стоит как раз на Каширском тракте, и всякий приезжий интеллигент считает должным и нужным заехать ко мне и погреться, а иногда даже и ночевать остается. Одних докторов целый легион». Евгения Чехова угощала всех соленьями и вареньем, а ее муж приносил настойки и наливки собственного изготовления. В гостиной устраивали музыкальные вечера, пели песни, играли на рояле, раскладывали пасьянсы и играли в лото. Зимой молодежь гуляла, каталась на коньках, а во время святок коледовала у соседей. Антон Чехов любил цветы. На клумбе недалеко от дома разводил всевозможные виды роз, поливал их, обрезал и заботливо освобождал от гусениц. В разговоре с сестрой писатель удивлялся: какой бы сорт ни посадил, удаются у меня только белые. Отчего бы это? Писатель сам посадил 80 яблонь и 60 саженцев Владимирской вишни с крупными и сладкими плодами темно-красного цвета, а еще вырастил из семян хвойные деревья, ели и сосны. Когда в Центральной России разразилась эпидемия холеры, Антон Чехов добровольно стал санитарным участковым врачом. Он помогал организовывать лечебные пункты и собирал деньги, которые выделяли для помощи больным местные помещики. Мелиховское село эпидемия обошла стороной.